89 побед, 0 поражений. 13 лет абсолютного господства. Эти цифры знают все. Но цифры лгут. Они не показывают сломанные ребра. Они не показывают литры крови, оставленные на канвасе. И они молчат о том, что происходило, когда гасли софиты. Мексика видела в нем Бога. Наркокартели останавливали войны, чтобы посмотреть его бой. Но у каждого божества есть свой закат. Это история не о поясах и титулах. Это история о том, как уличный боец поднялся на вершину мира, чтобы рухнуть в самый глубокий ад. Это была не просто карьера, это была война. И цена победы оказалась страшнее поражения. Чтобы понять, почему Хулио Сесар Чавес дрался так, словно от этого зависела его жизнь, нужно понять, откуда он пришел. Кульякан, штат Синалоа. Место, где бедность – это не временное неудобство, а образ жизни. Он родился в заброшенном железнодорожном вагоне. 10 человек. На нескольких квадратных метрах. Его отец ушел, оставив семью выживать. Для юного Хулио бокс не был спортом джентльменов. Это был единственный билет на выход. Единственный способ накормить мать. Так в пыли Кульякана родился не спортсмен. Там родился инстинкт убийцы. Голод выковал характер, который позже сломает лучших боксеров планеты. 1980 год. Начало профессиональной карьеры. Мир еще не знал его имени. Но соперники уже чувствовали его силу. Чавес не был самым быстрым. Он не был самым техничным. Но он был неизбежен. Как стихийное бедствие. Его стиль – это методичное разрушение. Левый хук в печень стал его подписью. Удар, который парализует тело и ломает волю. Победа за победой. 43-0. Сентябрь 1984-го. Бой за титул против Марио Мартинеса. Чавес вышел в ринг аутсайдером, а ушел королем. В тот вечер родилась легенда. Эль Гран Кампион Мехикано. Он дрался часто. Он дрался жестоко. Он зачищал дивизион за дивизионом, не оставляя вопросов. Его защита была уникальной. Он использовал движение головы, чтобы сближаться и наносить урон. Он принимал один удар, чтобы вернуть 3. Но именно здесь, в этой готовности принимать боль, уже был заложен фундамент его будущей трагедии. Организм человека имеет предел прочности, но Чавес считал себя бессмертным. К началу 90-х его статус вышел далеко за пределы спорта. 1993 год. Бой против Грега Хогена. Стадион Ацтека в Мехико. 132 тысячи зрителей. Абсолютный рекорд посещаемости в истории бокса. Хоген совершил ошибку. Он оскорбил мексиканцев, сказав, что Чавес набил рекорд на таксистах из Тихуаны. В тот вечер Чавес дрался не за пояс. Он дрался за честь нации. Он превратил лицо Хогена в кровавую маску, заставив его пожалеть о каждом слове. В этот момент Хулио Сесар Чавес стал чем-то большим, чем человек. Он стал символом, идолом. Когда он дрался, уровень преступности в Мексике падал до нуля. Даже самые жестокие люди страны замирали у экранов. Он нес на своих плечах надежды миллионов бедняков. Если Чавес может победить, значит и мы можем выжить. Но ноша национального героя весит слишком много. Когда ты проводишь десятки жестких боев, счет идет не только на победы. Он идет на раунды боли, сотрясения, разорванные брови и сломанные кости. Чавес привык идти сквозь все. Ни шагу назад, ни намека на слабость. Он дерется травмированным, выходит на ринг уставшим, продолжает принимать удары, которые обычный человек просто не выдержал бы. Каждый такой бой – минус кусок его жизни. Но фанатам этого мало. Им все еще нужен непобедимый Чавес, который не падает, не сдается и не стареет. Только тело больше не верит в этот миф. Поражения не приходят внезапно. Они накапливаются годами. А потом в один момент весь этот запас долга обрушивается на тебя. Бой с Оскаром де ла Хойей – символ этого момента. Молодой, свежий, голодный. Американский золотой мальчик против измотанного войной, но все еще гордого бога Мексики.
Чавес выходит на ринг уже не тем, кем его помнят. Сечка, усталость, замедление. Он все еще пытается давить, но тело больше не слушается. Когда бой останавливают, для многих это всего лишь поражение в рекорде. Для Чавеса это трещина в образе непобедимого идола. Когда ты теряешь статус бога на ринге, остается вопрос, кто ты без этого? Для Чавеса ответ оказался простым и страшным. Он начал тонуть в наркотиках. Кокаин стал тем, чем раньше был аплодисмент стадиона, способом не слышать тишину. Скандалы, разрушенные отношения, проблемы с семьей. Человек, которого обожала страна, постепенно разрушал себя изнутри. Мексика все еще помнила его как героя, но внутри герой гнил. Бокс дал ему все – деньги, славу, статус. И забрал главное – контроль над собственной жизнью. Сегодня имя Хулио Сезара Чавеса – это часть истории бокса. Его ставят в один ряд с величайшими. Его бои пересматривают, его рекорд уважают, его влияние на Мексику не обсуждается. Но за каждым сухим числом в статистике стоит человек, который прошел через ад. Нищета. Десятки войн в ринге. 89 побед подряд. Падение. Наркотики. Борьба с самим собой. Легенды не появляются из ниоткуда. Они строятся на боли, которую большинство не выдержит. Хулио Сезар Чавес заплатил свою цену полностью. И если ты восхищаешься его величием, не забывай смотреть не только на пояс, но и на шрамы, которые он принес домой.